Представители знака зодиака Дева. Девы, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад. События ближайшего будущего. Таро на неделю с 22 по 28 июля. Давайте узнаем, какие энергии хотят нам продемонстрировать карты для вашего знака зодиака на эту неделю. Конечно, будем реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время, и какие-то подсказки вы все равно получите. Кроме того, приглашаю вас всех прочитать гороскоп до конца 2024 года на моем сайте. И я оставлю ссылку в описании под видео. Есть она и во вкладке «Сообщество», кто-то, может быть, уже прочитал. Сверьте свои планы с расписанием звезд. Но мы идем вперед. И первая карта в нашем традиционном раскладе. Что важно знать для вас на эту неделю? Неделя не такой большой срок. И все же, что же для вас важно будет? Или, может быть, какие вопросы, какие сферы жизни на первый план выйдут? Неожиданности или чего не избежать? Чему сейчас не время или что вам может помешать, какие энергии не будут работать? Что же вам будет помогать? Что скрыто? Может быть, вы чего-то не замечаете или кто-то скрывает. И по основным сферам жизни: дела, работа, бизнес, энергия, денег и личная жизнь. Что же для вас будет важно? 13-й аркан. Какая-то часть вашей жизни, эта карта трансформации, завершается. Да, это не происходит быстро, но есть что-то в вашей жизни, что не вернется никогда. Или то, что нужно принять с учетом обстоятельств, обстановки вокруг вас. Нельзя зазеваться. Впереди ожидает какой-то период. Нам не говорят про длительность. Это как искусство мелких шагов. Сделали один шаг, осмотритесь. И потом только делайте следующий. По этой карте что-то не повторится. Конечно, у кого-то из вас эта карта иногда свидетельствует получение большой, крупной суммы денег. И тогда тоже нужно быть очень рациональному и хладнокровному. Это не для всех. Это те, кто ожидает. Это может быть все что угодно. Деньги по какой-то сделке. Или это какой-то гонорар. Это то, к чему вы уже приложили усилия. Или это то, что вы уже заработали. И если прежде вот эта сумма задерживалась, на этой неделе она может прийти. Я знаю, что по 13-му аркану проигрывается железно то, что где-то там застряло, да, вот именно в денежном эквиваленте. Но мы говорим, что все же это аркан трансформации, и значит, что бы это ни было, здесь больше позитивного взгляда на будущее. Но где-то не торопиться, это точно. Может быть, могут быть обстоятельства, по которым вы будете делать однозначный выбор. Может быть, подводить итоги. Или как жизненный путь. Вы продвигались в каком-то направлении, но обстановка изменилась. И неважно, чего это касается. Либо это ваша жизнь и обстановка вокруг. Меня смотрят люди из разных стран. Либо какая-то конкретная ситуация на работе. У кого-то из вас в личной жизни. Вам не захочется самим что-то продолжать. Или вы не видите целесообразности. То есть итоги какие-то вам придется подводить. И далее как выбор направо или налево. Неожиданности. Неожиданно кто-то может прийти на помощь, причем не в корыстных каких-то своих целях. Ведь принц кубков – это искатель Грааля. Именно в этой колоде карт это что-то возвышенное. Но вам придется решать вопросы как и возвышенные, так и где-то земное. Может быть, согласовать в себе разум и чувства, ваши планы и с какой-то реальностью. Не замечтаться и в то же время не превратиться в такого сухого прагматика. Для вас это будет тоже важно. Не растерять тепло своей души. В неожиданности вам как раз кто-то может ответить таким же теплом, если вы прежде кого-то поддерживали. Это могут быть кубки, как ваши близкие люди, но это может быть даже друг, далекий друг, или подруга, или тот человек,
с которым, ну, вот дружба связывает, а сказать, что какие-то чувства, ну, разве что как добрые чувства, доверие, не про любовь. Все же этот аркан, он про чистоту помыслов говорит. Вот есть какой-то человек с чистотой помыслов, который может вам откликнуться в какую-то, ну, где-то и сложную минуту. Или это вы, мои дорогие девы, можете подвести итог. И, ну, так не очень радостно отметить, что вокруг меня слишком много прагматиков, а мне именно нужно добавить какую-то искренность, возвышенность. Мне именно необходимы подобные отношения, и вы будете где-то их искать. Вот такое тоже может быть. Что же у нас, чему сейчас не время? У вас сильная позиция, но не время самой собой рисковать. Для кого-то из вас, мои дорогие, эта карта будет говорить, не время начинать какой-то проект. Не время, может быть, именно в этой местности строить жилище или вкладывать какие-то деньги в конкретное дело. Не время, ну, как базу какую-то выкладывать. Может быть, повторюсь, в данной местности или на конкретной работе, или в каком-то деле, в какой-то теме по данному вопросу. Вот то, что я сказала по 13-му аркану. Шаг сделали и осмотритесь. Что-то будет меняться. Вы сейчас как раз как на пороге перемен. И по 13-му аркану, это, знаете, как мы пороговое значение. Если говорим, это вы входите в дом, в квартиру, и представьте, вы открыли дверь, а там открыто окно. И происходит какой-то сквозняк. Мы не чувствуем уверенными себя. Мы не понимаем, что с нами происходит. Вот как шторм какой-то. Это может ощущаться и внутренне вами, что вы с чем-то не согласны, у кого-то так. А для кого-то это, опять же, какие-то обстоятельства. Поэтому, ну, не время для того, чтобы, повторюсь, как строить какие-то дальнейшие планы на конкретной работе или в конкретной местности, или во что-то вкладываться, или в какой-то проект вкладывать свои силы, может быть, буквально от начала до конца. Не время рисковать собой. Поэтому у каждого свои задачи по 13-му аркану. У вас вот в этих сочетаниях важные два старших аркана. Что же вам будет помогать? Это где-то все то, что я сказала. Двойка жезлов. Где-то придется лавировать между двумя людьми, между двумя проектами, между двумя работами или между пунктом вашего назначения, куда вы собираетесь отправиться, и той местностью, где вы находитесь сейчас. Какая-то неспешность есть поиск информации, когда мы примеряем чьи-то обещания или наши собственные проекты, наши планы, насколько они жизнеспособны. Мы куда-то не торопимся. По двойке жезлов есть всегда преддверие, как либо путешествия, либо каких-то перемен, когда нам придется делать выбор. И это нам помогает. Но нам также помогает человек, изображенный на карте, он ведь никуда не спешит. Он как раз ожидает, пока корабли окончательно придут в гавань. Он обдумывает, куда же он поедет или чем он будет заниматься. Он обдумывает о какой-то своей дальнейшей стратегии и тактике. Это не есть то, что мы должны что-то из прошлого притянуть, да, как бы насильственно. Нет, мы смотрим все-таки вперед. Но есть еще и то, что мы должны как будто перепроверить. Это нам помогает. Осмотрительность, в первую очередь, помогает. Что скрыто? Ну, действительно, если мы говорим про неожиданности, для кого-то из вас успеть запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Карта башня по-разному трактуется в разных колодах карт. К примеру, в этой, второй иллюминатов, эта трактовка идет как падающая тюрьма, стены рушатся. И для кого-то из вас, да, может так проиграться, что раньше были какие-то по законам, как преграды, вы не могли что-то оформить, осуществить, то здесь это падает, рушится. Тюрьма, то есть ограничения какие-то рушатся. Может быть, меняются законы, выходят подзаконные акты, для кого это актуально. Просто наблюдайте, вы должны где-то держать руку на пульсе. Вот все то, что я говорила по 13-му аркану, искусство мелких шагов. Но все же мы смотрим многограннее боли. В других колодах карт нам говорят об опасности, мои дорогие.
И это в контексте успеть запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Есть такая у меня колода, кто смотрит мои видео Таро ангелов, и там буквально изображен ангел, который берет за руку человека, выводит из башни, которая буквально через мгновение будет разрушена от попадания молнии. Для кого-то из вас буквально промедление смерти подобно. Вот все зависит от вашей какой-то личной ситуации или, мои дорогие, от внешних событий, я бы все-таки сказала так. Каждый из вас находится в своей обстановке, имеет свои какие-то планы на будущее или окружен определенными людьми, либо по части работы, либо то окружение, которое ближайшее. И в зависимости от того, что у вас сейчас наиболее активно, какая сфера жизни проигрывается, как мы говорим, значит, именно этому и нужно уделять внимание на этой неделе. Это может обрастать какими-то дополнительными новостями или как события продолжат развивать какую-то важную тему в вашей жизни, и вы не можете это оставить на потом. Вы не можете надеяться, что это разберется какая-то ситуация сама. Нет, нам говорят, что ты должен участвовать в чем-то. Причем так, чтобы изменить кардинально эту данность, ситуацию, обстоятельства, как-то себе на пользу. Что-то для себя сделать хорошо. Иными словами, чтобы не было какого-то минуса. Все же по аркану башня у кого-то совершится переезд, к примеру, очень быстрый, скорый. Вы быстро, это не значит, что вот буквально вы не успеваете додумать что-то. Нет, все-таки двойка жезлов говорит, ты должен еще и все успеть перепроверить. И если правда для кого-то проигрывается, как мне нужно срочно переехать, тогда не забудьте проверить все до мелочей, какие-то документы, может быть, банковские карты, или те документы, которые вы думаете, это не пригодится, потом я вернусь. Нет, забирайте сразу все, что может быть вам, вот с какой-то долей вероятности полезно или нужно. Вот вы не можете себя оставить без каких-то ресурсов, которые для вас жизненно необходимы. Поэтому проконтролировать все стоит. И я бы сказала, контролировать обстановку, которая вокруг вас. Не из себе не навредить. Дела, работа, бизнес. У вас, опять же, очень сильная позиция. Может быть, какие-то турбулентности в вашей жизни, мои дорогие девы, как вас закаляют. По аркану сила это вы можете, знаете, вот как вы шли в каком-то направлении действительно, и вы разворачиваетесь и берете как крен какой-то вправо или влево, и вы уже действуете по-другому, вы мыслите по-другому. Вы сохраняете свои позиции, но с учетом каких-то новых планов или с учетом новой обстановки. По аркану сила, это карта великого, тем не менее, манипулятора тоже. Энергия, как у аркана мага, это где-то серый кардинал. Но с учетом других-то арканов у вас как будто не остается ничего, кроме как уравновесить в себе самом ваши желания, все-таки лев прообраз нашего эго, и того, как, к примеру, реагируют люди на ваши слова или какова обстановка в реальности. Вам нужно что-то совместить, несовместимое, но у вас это получится, потому что вы очень на этой неделе здраво и где-то интуитивно, ведь принц кубков это где-то и про интуицию тоже. Вы правильно оцениваете обстановку, которая вас окружает. Нет ничего невозможного. И пусть какая-то ситуация у вас решается на работе. Мы смотрим дела, работы, бизнес. Или по каким-то документам. Хоть камни с неба, но вы будете в плюсе. Главное, где-то быть как и реалистом, и вместе с тем не совсем черствым прагматиком. Вот эти две противоположные энергии, если у вас получается уравновесить, нет ничего невозможного. Деньги. Или какие-то потери, или есть какой-то минус денежный. Но вообще эта карта не новости и не того, что случится на этой неделе. Это, скорее всего, какая-то ситуация из прошлого, которая тянется какое-то время. И если деньги, да, мы говорили,
вы переживали, что какие-то деньги, они до вас не доходят, то, скорее всего, какая-то сумма дойдет. И тогда, исходя из того, что вы получили, допустим, мои дорогие, вам причиталась большая сумма, и вас это может разочаровывать, где-то злить, но я могу предположить, что нет смысла ждать еще чего-то. Здесь собой не рисковать, здесь надо подводить итог и идти дальше. Ведь тройка мечей, она, когда нам выпадает, нам о чем говорят? О здоровом равнодушии. Переложите на себя. Вверху аркан императрицы, чему сейчас не время. Тут как бы собой рисковать не время. Тут не столько о том, чтобы как возвращать свое, да, пытаться, сколько собой не рисковать. Вот эти энергии, они наиболее предпочтительнее. И по финансам в том числе. Вот есть какая-то конкретика на данный период времени. И замечтаться нельзя. Принять, может быть, какой-то минус, я могу так предположить. Или для кого-то из вас это может быть связано с конкретным человеком, сложным, с которым нужно по финансам договариваться. И придется вам, мои дорогие, проявить чудеса дипломатии. Но у вас получится. У вас аркан сила где-то говорит о том, что на любые сферы жизни для вас нет ничего невозможного. Тогда будьте прозорливы, проницательны и совершенно непроницаемы. Личная жизнь и все то, что я сказала. Королева мечей. И это у нас прообраз Юдифии именно в этой колоде, которая, как известно, вот так хладнокровно, как отрезала, так и отрезала. Не случайно 13-й аркан. Кому интересно, я этот библейский сюжет не пересказываю, но в этой колоде карт это именно идет Юдифь. Обратите внимание, насколько бледное лицо, насколько, да, есть какие-то высшие силы, как искатель Грааля, что очень соответствует прообразу Юдифи. Но есть и какая-то конкретика и расчет по мелочам. Или когда на кону стоит у вас что-то важное, и вы не можете упустить даже какие-то детали. Для тех, кто люди семейные, какая-то обстановка так вот складывается для вас, что вам нужно с чем-то разобраться. Или как выбрать какой-то путь для себя. Разобраться это не значит в конфликте с кем-то разобраться. Нет, разобраться с собственными чувствами. Или для себя самого, к примеру, если вы один или одна, значит нужно для того, чтобы завершить свой сольный вариант, вам практически тоже нужно отказаться от каких-то прежних предубеждений, от каких-то шаблонов, стандартов. Вот этот отказ отрезать, какую-то часть своей где-то прагматики, с одной стороны, не оценивать людей только с позиции, к примеру, что он может дать или она мне может дать, а иначе какую-то духовность или легкость в отношениях, чувство любви вы можете потерять. Почему? Потому что когда мы не допускаем, что, да, понятно, что любая семья или вопросы взаимоотношений будут под собой подразумевать и материальные вопросы тоже. Но есть цена, как бы, да, или то, что измеряется ценой. Но есть и то, что измеряется ценностями. И как раз королева мечей это хорошо понимает. И у вас, мои дорогие, что-то будет на этой неделе стоять между ценой и ценностями. И вот этот фарватер вы будете прокладывать сами. У вас достаточно сильная позиция, но с чем-то еще придется определиться, и что-то, какие-то факторы, у вас много старших арканов серьезных, придется учитывать. Сильная позиция, у вас как будто пространство пытается, ну, как или шаблон жизни вашей поменять, или даже если какие-то ситуации непреодолимые, которые приходят к вам извне, это вас, может быть, подталкивает пространство, чтобы вы тоже какое-то очень важное решение приняли на этой неделе. Перекладывайте на себя, мои дорогие девы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.